1965 год. Астронавт Эдвард Уайт смотрит в иллюминатор космического корабля Gemini-4 и видит под собой Африку. Внизу – бесконечное коричневое море Сахары, мертвое и однородное, как поверхность другой планеты. И вдруг – идеальный круг. Концентрические кольца, вписанные одно в другое с точностью чертежа. Уайт фотографирует. Снимок уходит в архив НАСА. Там он пролежит несколько лет, прежде чем геологи наконец зададут вопрос: что это вообще такое? Структура Ришат. Координаты: 21 градус 7 минут северной широты, 11 градусов 24 минуты западной долготы. Мавритания, Западная Сахара. Диаметр почти 50 километров. Представь себе, если встать в центре этой структуры и начать идти к ее краю, ты пройдешь 25 километров по абсолютно плоской пустыне, прежде чем достигнешь первого внешнего кольца. Это расстояние от центра Москвы до МКАД. Только вместо города – концентрические пояса скал, выступающих из песка правильными дугами. Официальная наука объяснила это быстро. Геологи сказали «эрозия». Купол из осадочных пород, который постепенно разрушался под действием ветра и воды, обнажая более твердые слои в виде колец. Объяснение звучало разумно. Оно выглядело убедительно. Его включили в учебники. Но вот где все перестает иметь смысл. Эрозия – это хаотичный процесс. Ветер не знает слова «симметрия». Вода не строит концентрических окружностей с равными промежутками между ними. Ни один другой эрозионный объект на Земле не имеет такой правильной круговой формы. Ни один. Геологи это знают. Они просто предпочитают не заострять на этом внимание. А потом появились спутниковые радарные снимки, и все, что казалось решенным, рассыпалось в прах. Чтобы понять, почему Ришат взорвал научное сообщество в конце 2010-х, нужно сначала понять, с чем именно мы имеем дело. Не в общих словах, а в цифрах. Потому что именно цифры здесь убивают любое спокойствие. Диаметр внешнего кольца – 50 километров. Это больше, чем площадь Парижа в пределах кольцевой дороги. Высота скальных гребней, образующих кольца, от 25 до 100 метров. 3 четких концентрических пояса, разделенных низинами практически одинаковой ширины. Центральное плато приподнято над окружающей пустыней примерно на 485 метров над уровнем моря. И при этом оно плоское. Не куполообразное, не коническое, плоское, как стол. Представь себе, ты смотришь на Ишат с борта самолета. Под тобой мертвая желтая равнина до горизонта, и посреди нее идеальная мишень. 3 кольца, вписанных одно в другое. Абсолютная геометрия посреди абсолютного хаоса. Геологи, которые первыми исследовали структуру на месте, в 1950-60-х годах были уверены: перед ними кратер от метеорита. Логика понятна. Такая форма, такой масштаб. Но анализ горных пород опроверг это сразу. При ударе метеорита порода вдавливается и оплавляется. Здесь порода была поднята вверх, не вдавлена, поднята. Это принципиальная разница, которую невозможно объяснить импактом. Тогда появилась версия про вулканический купол. Тоже не сошлось. Нет следов вулканической активности, нет характерных пород, нет жерла. Осталась эрозия. И на этой версии наука застряла на полвека. Но в 2018 году 2 американских исследователей, Рэнди Карлсон и Джимми Корвин, опубликовали работу, которую академическое сообщество постаралось не заметить. Они не строили фантастических теорий. Они просто наложили описание Атлантиды из текстов Платона на спутниковую карту Ришат. И то, что получилось, не укладывается в голове. Прежде чем говорить об Атлантиде, нужно поговорить о том, чем была Сахара. Потому что без этого вся история не имеет смысла. Большинство людей воспринимают Сахару как вечную пустыню, как будто она всегда была такой – мертвой, раскаленной, непригодной для жизни. Это одно из самых устойчивых заблуждений в истории географии. В 1933 году французский офицер Конрад Ладо патрулировал плато Тесселин-Аджер на юге Алжира.
Обычный маршрут, обычная жара. Но в одном из ущелий он остановился. На скалах были рисунки. Тысячи рисунков. Крокодилы, бегемоты, жирафы, слоны. Люди, плывущие на лодках. Люди, пасущие стада. Сцены охоты у воды, которой здесь нет уже несколько тысяч лет. Сахара была зеленой. Это не гипотеза, это научный факт, подтвержденный кернами со дна озер, пыльцевым анализом, спутниковыми радарными снимками. Примерно с 11 тысяч по 5 тысяч лет до нашей эры, период, который геологи называют африканский влажный период или зеленая Сахара, на месте нынешней пустыни простирались саванны, реки и озера. Осадков выпадало столько же, сколько сегодня в Судане. Теперь цифры, от которых перехватывает дыхание. В 2008 году радар на борту шаттла «Коламбия» просветил поверхность Сахары на глубину нескольких метров. Под песком обнаружились русла рек. Не маленьких ручьев, полноводных рек шириной до 200 метров, тянущихся на сотни километров. Одна из них, так называемая Вади-Хавар, была сопоставима по размеру с современным Нилом. 200 метров в ширину – это примерно 6 полос Садового кольца. Под самой Сахарой сегодня покоится Нубийский водоносный бассейн. Крупнейшее подземное хранилище пресной воды на Земле. Его объем оценивается в 150 тысяч кубических километров. Вода древняя, ей десятки тысяч лет. Это остатки тех самых рек и озер, которые исчезли, когда климат изменился. Кто жил здесь, пока Сахара была живой? Это вопрос, на который официальная история отвечает уклончиво, а Ришат стоит посреди всего этого. Молча. И ждет. 360 год до нашей эры. Афины. Философ Платон заканчивает 2 диалога – Тимей и Критий. В них он описывает цивилизацию, которая существовала 9000 лет назад и была уничтожена в один день. Атлантида. Остров-государство, утонувший в океане. Большинство ученых считают это литературным вымыслом, философской притчей о высокомерии и падении. Я понимаю эту позицию. Она удобна. Но давайте на минуту отложим скептицизм и просто прочитаем, что именно написал Платон. Не интерпретации, сам текст. Платон описывает Атлантиду так. Она находилась напротив Геракловых столпов, то есть напротив Гибралтарского пролива, к югу или юго-западу. Она представляла собой большую равнину, окруженную горами с севера. В центре равнины находился холм, на котором стоял главный храм. Вокруг холма концентрические кольца суши и воды, чередующиеся. 3 кольца суши, 2 кольца воды. Диаметр внешнего кольца около 23 километров по суше, плюс водные каналы. Теперь открываем спутниковый снимок Ришат. Структура находится примерно в 500 километрах от Гибралтарского пролива, к юго-западу. Она расположена на большой равнине. С севера равнину ограничивают горы Атласа. В центре структуры приподнятое плато. Вокруг него 3 концентрических кольца скал, разделенных низинами. Геологи зафиксировали, что низины между кольцами в древности могли быть заполнены водой. Здесь обнаружены отложения, характерные для речных и озерных систем. Во-первых, форма. 3 кольца с водой между ними – это не общее место. Это специфическое описание, которое Платон повторяет несколько раз как ключевую деталь. Ришат имеет ровно 3 кольца. Во-вторых, ориентация. Платон указывает горы к северу от равнины. Горы Атласа находятся строго к северу от Ришат. В-третьих, расстояние от Гибралтара. Платон пишет «напротив пролива». Ришат находится именно напротив, чуть южнее. Звучит дико, я понимаю, но факты – упрямая вещь. И чем дольше на них смотришь, тем труднее отвернуться. В 1990 году геолог Тед Нилт из Лондонского геологического общества написал короткую заметку о Ришат. Он обмерил структуру, изучил породы, составил карту слоев. И в конце заметки добавил фразу, которую потом предпочли не цитировать в популярных изданиях. Механизм формирования структуры
остается неясным. Не эрозия, не купол, неясным. Давай разберем, почему именно. Классический эрозионный купол выглядит так. В центре – самые древние, самые твердые породы. По краям – более молодые и мягкие. Ветер и вода срезают мягкое, оставляя твердое в виде колец. Это логично. Это работает. В теории. Но у Решат все не так. Геологический анализ показал, что породы внутри структуры не следуют ожидаемому порядку. Некоторые слои перевернуты. Некоторые подняты под углом, которого у обычного купола быть не должно. Есть участки, где магматические породы, те, что образуются при колоссальных температурах глубоко под землей, выходят на поверхность прямо внутри осадочных слоев. Это не эрозия. Это что-то, что происходило снизу. Представь себе, ты кладешь на стол стопку книг разного размера, аккуратно, слой за слоем. А потом кто-то снизу бьет по столу кулаком. Книги разлетаются, но не хаотично. Они расходятся концентрическими волнами, сохраняя относительный порядок. Именно такую картину геологи видят в Решат. Слои деформированы так, как будто мощный импульс шел снизу вверх и наружу. Что могло создать такой импульс? Версия первая. Мантийный плюм. Поднимающийся пузырь раскаленной породы из глубин Земли. Это объясняет подъем слоев, но не объясняет симметрию. Мантийные плюмы не строят концентрических окружностей с математической точностью. Версия вторая. Криптовулканическая структура. Взрыв газов под поверхностью без выхода лавы. Объясняет деформацию, не объясняет масштаб. Версия третья существует, но ее в академических журналах не печатают. Только тоннели, только кольца. Только поднятые слои в мертвой пустыне, которые не хотят вписываться ни в одну удобную схему. В 2015 году небольшая экспедиция из 4 человек под руководством польского геоархеолога Кшиштофа Савицкого вышла в район к северо-востоку от Решат. Не к самой структуре, в пустыню вокруг нее. Туда, где по расчетам должны были проходить древние речные долины. У них были распечатки радарных снимков НАСА, компасы и запас воды на 8 дней. На 3-й день они нашли первые артефакты – каменные орудия. Грубо обработанный кремень, характерный для эпохи среднего палеолита, от 50 тысяч до 300 тысяч лет назад. Потом более поздние образцы, неолитические, с правильными сколами. И керамика. Черепки обожженной глины в 300 километрах от ближайшего современного источника воды. Черепки не ходят сами по себе. Их принесли люди. Люди, которым здесь было что делать. И здесь история принимает совершенно другой оборот. В том же году группа исследователей из Университета Кёльна опубликовала анализ радарных данных шаттла Endeavour, тех самых снимков, которые просветили Сахару насквозь. Под поверхностью пустыни в радиусе 500 километров от Решат были обнаружены следы как минимум 5 крупных речных систем. Одна из них тянулась более чем на 800 километров, от Нагорья Ахагар на юге Алжира до Атлантического побережья Мавритании, прямо через район Решат. 800 километров. Это расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга, туда и обратно. Полноводная река, которой сегодня не существует. Но она текла. И она текла мимо структуры Решат. Или, возможно, через ее низины, заполняя концентрические кольца водой именно так, как описывал Платон. В 2019 году геохимики из Марокко взяли образцы отложений из низин между кольцами Решат. Анализ показал характерные маркеры озерных и речных осадков. Между кольцами стояла вода. Не море, пресная вода. Именно пресная. Я знаю, как это звучит. Но следующая загадка делает все предыдущее просто вступлением. К 2020 году вокруг Решат сформировались 3 лагеря. Не 2, 3. И каждый из них располагает аргументами, которые невозможно просто отмахнуться. Первый лагерь – официальная геология. Эрозионный купол, деформированный мантийными процессами. Уникальная, но сугубо природная структура. Аргументы. Породы действительно показывают признаки куполообразного поднятия, характерного для геологически активных зон.
Магматические интрузии внутри структуры, карбонатиты и кимберлиты, свидетельствуют о глубинных тепловых процессах. Симметрия объясняется изотропными свойствами горных пород, то есть их одинаковым сопротивлением в разных направлениях. Звучит убедительно? На первый взгляд, да. Но ни один геолог этого лагеря не объяснил, почему кольца имеют одинаковый интервал и почему между ними именно речные отложения, а не то, что должна оставить эрозия. Второй лагерь – импактная гипотеза. Не классический метеоритный кратер, а так называемый наземный взрыв – болид, взорвавшийся в атмосфере над поверхностью и создавший ударную волну, которая деформировала породы снизу вверх, без образования традиционного кратера. Аргументы. Это объясняет подъем пород и их частичное переворачивание. Этот же механизм предположительно объясняет Тунгусский феномен 1908 года. Проблема. Никаких следов ударного плавления, никаких микротектитов, никакого характерного для импактов изменения минерального состава. Полный набор признаков есть, полного набора доказательств нет. Третий лагерь предпочитает не называть себя вслух на академических конференциях. Представь себе исследователя, назовем его так, без имени, который в 2018 году сидит над распечатками спутниковых снимков и текстом Платона одновременно. Он не ищет Атлантиду, он геолог. Он ищет аномалии водных систем. И в какой-то момент он понимает, что совпадений слишком много для случайности. Форма, расположение, горы к северу, пресная вода между кольцами, равнина, близость к океану. Этот лагерь не говорит «Решат, это Атлантида». Он говорит «А что, если Платон описывал реальное место, а не выдумку? Что, если 9000 лет – это не метафора, а память о климатической катастрофе, стершей цивилизацию Зеленой Сахары около 5000 года до нашей эры, когда влажный период закончился и пустыня поглотила все за несколько столетий?» Официальная наука не опровергла эту версию, она просто ее не заметила. Другой вопрос, более холодный и более важный. Климатический коллапс. Сахары произошел примерно между 6000 и 3000 годами до нашей эры. Это не мгновение, это несколько тысяч лет постепенного иссушения. Но для цивилизаций, которые не понимают, что происходит, это катастрофа без объяснений. Реки мелеют, озера уходят, животные исчезают, урожаи гибнут. Люди бегут на восток, к Нилу, к Тигру и Евфрату, к побережью, и, уходя, они уносят с собой память. Память о стране, которой больше нет. О городе с кольцами каналов и пресной водой. О равнине, окруженной горами. О мире, который поглотила пустыня. Если это так, тогда Атлантида не утонула. Она высохла. И это, согласитесь, куда страшнее. Представь себе, где-то под метровым слоем сахарского песка, в радиусе 50 километров от Решат, лежат фундаменты строений или орудия. Или что-то, у чего нет названия, потому что мы пока не знаем, чем занимались люди, жившие здесь 9000 лет назад. Радарные снимки показывают аномалии под поверхностью, плотные геометрические объекты, которые геологи пока классифицировали как требующие дополнительного изучения. Раскопки в этом районе не проводились. Систематических экспедиций не было. Финансирования нет. Пустыня хранит молчание. Она умеет ждать. У нее было на это 10 000 лет практики. Структура Решат стоит там, где она стояла всегда. 3 кольца, плоское центральное плато, следы воды между гребнями. Геологическая аномалия, которую никто не может объяснить до конца. Возможно, это просто причуда природы. Красивая, симметричная, редкая. Возможно, это след чего-то, что мы утратили раньше, чем научились записывать историю. Но вот в чем дело. Если под Сахарой лежит одна такая тайна, сколько их еще? Сколько решатов погребено под песками, под водой, под джунглями? Сколько цивилизаций исчезло не от войны и не от мора, а просто потому, что климат передумал? История человечества длиннее, чем мы думаем. И значительная ее часть до сих пор лежит там, где ее никто не ищет.